Именно с этой волшебной для здоровья травушки началось мое знакомство с травами, их изучение и выявление полезных свойств при тех или иных недугах. Речь идет о прекрасном растении, которое содержит в своем составе целых 16 аминокислот и 24 макро- и микроэлемента, среди которых железо, марганец, медь, магний, калий, кальций, натрий и даже редкий молибден и бор. Кроме того, в цветках этого дара природы для здоровья людей содержится в 6 раз больше витамина С, чем в лимоне. А еще это растение эффективно при патологиях желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, при нарушениях мочеполовой системы у мужчин и женщин. Кстати, далее я более детально расскажу, в чем польза иван-чая именно для мужчин и в чем его польза именно для женщин. Я удивился, когда узнал об этом, но об этом чуть позже, а пока продолжим. Оказывается, это растение применяется при вирусных инфекциях и иммунодефицитных состояниях, при расстройствах эндокринной системы, при нарушениях психоэмоциональной сферы, а также при обменных расстройствах. Речь идет об иван-чае, или другое его название – кипрей. По одной из версий, имя Иван цветку дали за его способность укреплять мужское здоровье, силу. Как вы узнаете далее, для женщин иван-чай не менее полезен, а возможно даже и куда более. В фитотерапии настой и отвар из кипрея применяют внутрь и наружно в качестве противовоспалительного, как он пахнет, заживляющего, спазмолитического, общеукрепляющего и успокаивающего средства. Это объясняется богатым природным составом полезностей, входящим в прекрасное растение иван-чай или по-другому кипрей. В фитотерапии преимущественно используются листья иван-чая, но я также беру и цветки. В состав листьев входит большое количество биоактивных соединений, таких как пектин, ликопин, лигнин, хлорофилл, каротин, сахара, органические кислоты, кумарины, флавоноиды, алканоиды, антоцианы, дубильные вещества, эфирные масла и куча витаминов, среди которых витамин А, группы В, С. Это все понятно, но чем же полезен именно для нас иван-чай? Благодаря богатому составу иван-чай обладает широким спектром биологически активной полезности для нас. Уже научно доказаны его антиоксидантные и противовоспалительные свойства, вяжущие, обволакивающие, ранозаживляющие действие. В ряде исследований установлена способность иван-чая уменьшать боль, укреплять иммунитет, улучшать показатели крови. Кстати, иван-чай разжижает кровь. Высокая антиоксидантная активность кипрея обусловлена входящими в него биологически активными соединениями. Установлено, что водные и водно-спиртовые экстракты растения содержат такие флавоноиды, как кверцетин и мирицетин. Большой интерес у исследователей также вызывает такая штука, как энотеин В. Это полифенол, который является одним из основных биологически активных компонентов этого дара природы под названием иван-чай. Исследования показали, что энотеин В, который я упоминал только что, проявляет высокую антиоксидантную активность. Способность кипрея или же иван-чая обезвреживать свободные радикалы подтверждена многими научными экспериментами. А дубильные вещества в составе кипрея обладают
противовоспалительной активностью. Причем именно измельченные листья растения, повторюсь, измельченные листья растения имеют более выраженные свойства, по мнению ученых. Сочетание в иван-чае танинов способствует уменьшению воспаления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, а также простаты, а также мочевого пузыря, почек и других внутренних органов. Также биологически активные компоненты кипреи обладают антимикробными и противогрибковыми свойствами. Так, белорусские ученые исследовали антимикробную и противогрибковую активность отвара, а также водного, а также спиртового экстрактов иван-чая в отношении сразу пяти патогенов. Это кишечные палочки, синегнильные палочки, дальше сальмонеллы и золотистого стафилококка. Кроме того, грибов рода кандиды. Многие знают, что такое кандидоз. Так вот, в ходе эксперимента было доказано антимикробная активность всех исследуемых извлечений растения. Это отвар травы кипрея узколистного подавляет рост золотистого стафилококка и синегнильной палочки. Водные же и спиртовые экстракты всех штаммов бактерий. То есть берут эти бактерии и того делают. В отношении грибов рода кандида было установлено, что все исследуемые извлечения, то есть полностью все растение, обладает противогрибковой активностью. Но наибольший эффект характерен для отвара иван-чая. То есть отвар иван-чая мега полезен для борьбы с кандидой. Благодаря содержанию в иван-чае пектина, дубильных веществ, полисахаридов и витаминов, он способствует улучшению работы органов пищеварения и может оказывать вяжущее, заживляющее, обволакивающее, противовоспалительное и желчегонное действие. Как много может всего одна трава. В связи с этим отвары и экстракты растений могут быть рекомендованы в качестве вспомогательного средства в составе комплексной терапии самых разных патологий пищеварительной системы. Что это могут быть за патологии? Это гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а также нарушение моторики и воспалительных поражений тонкого и толстого кишечника, холецистита, холангита, желчекаменной болезни. За счет наличия в составе растения витаминов группы В, а также магния, иван-чай оказывает положительное действие на нервную систему, обладает умеренными седативными свойствами, а также способствует снижению психоэмоционального напряжения и стресса. При перепадах настроения и эмоциональном дисбалансе настой кипрея может помочь успокоиться и повысить работоспособность. Кроме того, благодаря отсутствию кофеина, иван-чай не оказывает возбуждающего действия на нервную систему, поэтому его можно принимать в вечернее время перед сном. Слабый отвар кипрея перед сном может помочь расслабиться и быстро уснуть. В моем случае чашка иван-чая с медом перед сном погружала меня в глубокий и спокойный сон. Но вот я заметил одну особенность. Если обычно я встаю без будильника в 6 часов утра, то после того, как вечером выпью кружку ароматного иван-чая,
я сплю гораздо дольше, и проснуться мне гораздо тяжелее. Вот такая особенность моего организма. Так что же советуют ученые в отношении применения иван-чая? Здоровые люди могут употреблять иван-чай в качестве общеукрепляющего и тонизирующего напитка. Он может оказывать положительное действие и укреплять организм при физических, а также умственных и психических нагрузках в периоды высокой активности вирусов, а также после перенесенных инфекций. Перед тем, как рассказать об огромной пользе отдельно для мужчин и отдельно для женщин, скажу, что в описании к этому видео я разместил ссылки на видеоролики, как заготавливать, как правильно перерабатывать и как хранить иван-чай, чтобы он не потерял своих целебных свойств. Эти видео я снимал давным-давно, но и сейчас они актуальны как никогда. Или же в конце этого видео появятся те самые полезные видео. Советую правильно заготавливать иван-чай. А мы продолжаем. Так чем же полезен иван-чай для мужчин? Именно кипрей пьют при признаках простатита, других заболеваний предстательной железы. Полезное свойство иван-чая для мужчин заключается в его способности останавливать превращение тестостерона в дигидротестостерон, а потому препятствовать развитию опухолей предстательной железы. Австрийские и немецкие ученые провели ряд исследований, в ходе которых было доказано, что аденома простата и даже рак предстательной железы останавливаются в своем развитии под влиянием этого лечебного растения. Ну и для прекрасной половины человечества этот дар матушки природы не менее полезен. А вы знали, что иван-чай борется со старением? Иван-чай действует как мощный антиоксидант. В иван-чае содержатся танины, бета-каротин и флавоноиды, а также другие вещества, которые замедляют процессы окисления клеток, усиливают выработку коллагена, а тело защищают от преждевременного старения, сохраняя молодость и свежесть. Экспериментальные исследования подтверждают, что прием иван-чая предупреждает старение кожи из-за ультрафиолетового излучения. Также иван-чай помогает сбросить лишний вес. Кипрей ускоряет метаболизм, благодаря чему женщины часто пьют его для похудения. Напиток улучшает пищеварение, устраняет вздутие живота, выводит из организма токсины и лишнюю жидкость, снимает отеки, а также слегка притупляет голод. Напиток должен стать дополнением к здоровой пище и физическим упражнениям. Также иван-чай укрепляет иммунитет. Кипрей обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным действием. Высокое содержание дубильных веществ и кумаринов подавляет рост болезнетворных бактерий и вирусов, помогает организму бороться с инфекциями. Кипрей снимает нервное напряжение, так как богат витаминами группы В и магнием, от которых зависит правильная работа нервной системы. Напиток также обладает седативными свойствами и действует как легкое успокоительное. Он помогает справиться со стрессами и сохраняет спокойствие во время эмоциональных нагрузок, улучшает настроение. Также улучшает самочувствие при менопаузе. В иван-чае содержатся фитоэстрогены, природные аналоги эстрогена, которые благотворно влияют на гормональный фон женщины. Настой из кипрея полезен во время менопаузы, поскольку позволяет легче переносить симптомы гормональной перестройки организма. Также чай снимает раздражительность, уменьшает потливость и приливы. Помогает в критические дни и при женских недугах. Иван-чай обладает болеутоляющим эффектом,
снимает спазмы, облегчает протекание месячных, помогает при ПМС. Чай из кипрея используется для профилактики гинекологических заболеваний и нарушений менструального цикла. Напиток оказывает общеукрепляющее воздействие на женский организм, снижает утомляемость. Ряд исследований свидетельствует о противоопухолевых свойствах кипрея ускалистного, его же иван-чая. Например, в 70-х годах прошлого века группа советских ученых из Всероссийского онкологического центра разрабатывала препарат ханерол из соцветий иван-чая. Иван-чай полезно пить для профилактики онкологических заболеваний, в том числе рака груди, самого распространенного типа онкологии среди женщин. Кроме колоссальной пользы для здоровья, молодости и долголетия, иван-чай имеет также и противопоказания к применению. Например, при длительном бесперерывном применении иван-чая возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания аскорбиновой кислоты. Настой кипрея не рекомендуют пить натощак. Также иван-чай противопоказан при индивидуальной непереносимости компонентов растения. Детям до 6 лет, пациентам, страдающим тромбофлебитом, тромбозами и другими нарушениями системы кровообращения, также иван-чай не рекомендован. Беременным и кормящим женщинам перед употреблением иван-чая необходимо проконсультироваться с врачом. На этом, друзья, свой рассказ об этом чудодейственном растении, я бы сказал, настоящем даре матушки природы, свой рассказ я заканчиваю и предлагаю посмотреть ролики о заготовке, переработке и правильном хранении, чтобы не потерять важных и полезных свойств, о которых я говорил ранее. На этом я с вами прощаюсь и иду заготавливать на зиму этот прекрасный дар матушки природы. До встречи. Пока-пока.